Приветствую всех у себя на канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала, донатам группы ВКонтакте, а также подписчикам Бусти. Итак, сегодня я вам хочу показать свою новую работу. Сейчас у нас зима, холодно, и, конечно же, нужно утепляться, чтобы не болеть, поэтому я выполнила вот такую вот тепленькую и удобную женскую манишку на пуговицах. Очень удобный дизайн, нигде ничего не тянет, не подтягивает, двойная горловина идет зафиксированная, чтобы ничего нигде не отходило. Спереди у меня идут пуговки. Эти пуговки, они не декоративные, они функциональные, поэтому вы можете при желании расстегнуть данную манишку, и, соответственно, намного будет легче ее снимать и надевать. Пуговки расстегиваются и застегиваются до низа. Выполнена эта манишка у меня из полушерсти с мериносом, что немаловажно, так как это изделие все-таки близкое к шее, и поэтому очень важно, чтобы манишка была комфортной в ношении. Работала я с пряжей Азалия, это наша отечественная пряжа, в ее составе 40% мериносовая шерсть, 60% акрил, 270 метров на 100 грамм. Именно с этой пряжей я много выполняла других своих работ, она мне очень понравилась. Прежде всего, она мне понравилась своей мягкостью. А также я очень часто с этой пряжей делаю подклады на шапочки. Итак, у меня на данную манишку ушел ровно один моточек пряжи, экономная, на мой взгляд, пряжа. Значит, вязала эту манишку полностью спицами, вязала снизу вверх. По краю манишки идут вот такие вот декоративные зубчики, которые потом переходят непосредственно в сам ажурный узор. Этот узор, конечно же, его необходимо будет уменьшать потом в процессе работы, так как манишка, она должна быть расклешенная по низу и к горловине уже выходить на необходимый вам размер. Значит, я хотела бы сказать в сантиметрах, какие размеры этой манишки. Значит, отворотка горловина у меня идет в районе 9 сантиметров, то есть очень хорошо прикрывает горлышко. Нижняя часть идет 16 сантиметров, это по самой широкой части, и получается в районе 14 сантиметров, это там, где чуть-чуть поуже идет полотно, потому что, если вы обратите внимание, полотно по низу, оно идет как бы волнами, что тоже, на мой взгляд, достаточно интересно. Максимальный обхват по низу этой манишки это 100-105 сантиметров. Как я уже сказала, абсолютно ничего нигде не подтягивает, то есть очень удобная в ношении эта манишка. И ширина горловины у меня получается в районе 19 сантиметров. На данную манишку у меня подготовлен очень подробный видео МК, который в общей сложности длится более 1 часа. В этом видео МК я максимально подробно рассказываю, каким образом я ее вязала, буквально с самых-самых первых рядов и уже заканчивая сборкой данной манишки. Видео МК будет доступен в бесплатном формате донатом моей группы ВКонтакте. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также спонсором YouTube. Также вы при желании можете приобрести данное видео МК. Для этого достаточно мне написать или в личные сообщения ВКонтакте. Если же у вас нет ВКонтакте, то вы можете мне написать на почту. Также будет предоставлен данный видео МК на Бусти. Ссылку я оставлю, прикреплю в данном видео, и в ярмарке мастеров. То есть при желании вы также сможете связать себе такую вот достаточно интересную и красивую манишку, а также порадовать своих родных и близких, чтобы они не мерзли зимой и не болели. Так, это основные моменты, которые я вам хотела рассказать о своей новой работе. Также в конце этого видео я оставлю фото других своих работ. На все эти работы у меня уже подготовлены на видео МК, поэтому досматриваем видео до конца, ставим лайк, если вам понравилось видео. Также я жду вас у себя в подписчиках ВКонтакте, в Дзене, ярмарка мастеров и Бусти. Ну и, конечно же, не забываем о Ютубе, пока он у нас, по крайней мере, работает. Итак, до новых встреч!